Диана Дэвис и Глеб Смолкин должны были выиграть чемпионат России в Красноярске, их красивых программ будет очень не хватать на первенстве. Дочь Этери Тутберидзе с партнером добровольно отказались от золота. До чемпионата России в Красноярске осталось меньше недели, и пора признать. Без Дианы Дэвис и Глеба Смолкина соревнования в танцах на льду много потеряют. Да что там! Титул новых чемпионов без 5 минут как присудили Елизавете Худайбердиевой и Егору Базину, и вряд ли талантливым вчерашним юниорам позволит это изменить. Практика показала, что новым назначенным лидерам не страшны даже падения, хотя считается, что для танцоров это чудовищная ошибка. Кто мог подумать во время Олимпиады в Пекине, что мы заскучаем без Дианы и Глеба? Казалось, без них наконец воцарится честная конкуренция, но ничего подобного не случилось. Остается лишь смотреть на их выступления в американском ледовом шоу и вздыхать. Ничего подобного на чемпионате России мы не увидим. Основная претензия к Диане Дэвис и Глебу Смолкину в прошлом сезоне заключалась в том, что они, едва выйдя во взрослые, получили путевку на главные старты, в том числе Олимпийские игры. Их баллы на чемпионате России волшебным образом взлетели до уровня топовых пар, а спонсором небывалого успеха, естественно, назначили небезызвестную маму Дианы Дэвис, Этери Тутберидзе. Соперники ребят не сдерживали негодования. Худайбердиева и Базин открыто заявляли, что играют по правилам, а у них отнимают единственный шанс. Имена не называли, но этого было и не нужно. Этот шанс у нас отбирают. У всех. Ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто и что. Все прекрасно знают. Никого не обижаю, но спорт должен оставаться спортом. А мы хотим хотя бы иметь шанс, хотя бы чуть-чуть побороться, рассказывал Базин после произвольного танца на чемпионате России 2022. Теперь чуть-чуть побороться наверняка хотят Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Ирина Хавронина и Дарья Черезана. Эти молодые танцевальные дуэта отлично зарекомендовали себя еще в юниорах и едва ли чем-то уступают Худайбердиевой, Базину. Разве что предпочитают не развлекать публику падениями. Судьи подобных экспериментов им точно не простят. Рассчитывать больше, чем на серебро или бронзу этим спортсменам не приходится. Да и то благодаря тому, что загадочным образом распалась пара Морозов и Нарижного. Василису с Валерием и Ирину с Дарьей традиционно придерживают, в то время как из Худайбердиева и Базина старательно лепит непобедимый первый номер. До оценок серебряных медалистов игр в Пекине Виктории Синицыной и Никиты Коцеалапова им, конечно, пока далеко. Но только пока. Если Лиза с Егором вдруг откатаются чисто на чемпионате России, то вполне могут переступить за порог 220 баллов. Именно такое впечатление сложилось после их выступления с 2 падениями на Гран-при в Самаре. Там они получили 210,42 балла. Спутать заранее разложенный расклад в танцах на льду могли бы Дэвис и Смолкин. Но их на чемпионате России не будет. К огромному сожалению. Дэвис, Смолкина нельзя назвать гениями в танцах, но они максимально стараются выдавать на стартах все, что могут на данный момент. Амбиций тоже не скрывают и упорно работают, желая выйти на уровень сильнейших танцевальных дуэтов на международной арене. Наличие за плечами Этери Тутберидзе, безусловно, притягивает к ним внимание и, скорее всего, дает определенные бонусы на внутренних стартах. Правда, им от этих бонусов ни жарко, ни холодно. Титул чемпионов России без возможности соревноваться с иностранными дуэтами Диану и Глеба нисколько не интересует. Они добровольно отказались от него, оставшись тренироваться в США и не став заморачиваться с перелетами через океан. Неудивительно, что Худайбердиева и Базин расслабились. Главные соперники самоустранились, бояться больше некого. В итоге баллы Лизы с Егором растут, а уровень катания стремительно падает. Диана с Глебом, напротив, спуска себе не дают, хотя в этом сезоне не соревнуются. И не дали бы, так как сама Тутберидзе им не простит тех же падений посреди танца. К дочери и ее партнеру на тренировках Этери всегда была строга.
Регулярно приезжая в США, она дополнительно стимулирует их прогрессировать. К тому же Диана и Глеб прекрасно понимают, что их постоянно будут подозревать в нечестной борьбе из-за покровительства Тутберидзе. А значит, нужно кататься так, чтобы ни к чему было придраться, удивлять постановками и формировать собственный стиль. В этом межсезонье спортсмены все силы бросили на свое развитие. Поработали с бронзовым призером Олимпиады в Пекине Закари Донахью, а произвольный танец поставили у прославленного Бенуа Ришо. И не прогадали. Их выступление на американском ледовом шоу уже произвело впечатление. Классный произвольный танец, которого не будет в Красноярске. Новый произвольный танец Диана и Глеб, как и обещали, показали на рождественском шоу своего клуба в США. Видео их проката довольно плохого качества, но даже на нем видно, что фигуристы проделали огромную работу. Да, оформление личного стиля еще конфликтует с подражанием Пападакис, Сизерону, а некоторые поддержки скопированы у Хабел, Донахью. Но делают ребята все красиво и качественно. Без спотыканий и других приключений. А это, как мы выяснили по ходу сезона, отнюдь нелегко. Важно также понимать, что Диана и Глеб демонстрировали на шоу упрощенную программу. Полностью убрали вращение и значительно сократили твизл, сделав упор на зрелищных акробатических трюках. Зрители приняли их восторженно, а они получили первый опыт выступления на публике в этом сезоне. Задачи поразить сложнейшей техникой у них и не было. Но они все равно впечатлили и заставили говорить о себе. Соревновательный вариант произвольного танца, безусловно, должен быть мощнее, хотя и в урезанном виде выглядит здорово. А вот ритм-танец Дианы и Глеба по-прежнему остается загадкой, но по словам Ильи Авербуха, он тоже весьма сильный. Диана с Глебом являются заочными лидерами команды на чемпионате России. В отсутствие Александры Степановой с Иваном Букиным и Виктории Синицыной с Никитой Коциолаповым они считались первым номером. Я видел их тренировочные прокаты, достаточно большая и интересная работа. Было бы очень интересно посмотреть, как они будут соревноваться. Мы ждали их приезда, рассказывал Авербух. Увы, заочные лидеры нашей сборной пропускают сезон и лишают чемпионат России в Красноярске яркой разборки в танцах на льду. Да и кому, как не Дэвис и Смолкину, потом добывать квоты, когда из всех текущих наших дуэтов только у них есть опыт главных стартов. Как бы потом мы не пожалели, что потеряли крутую пару, которая в ответ на вечную критику просто работала дальше.